Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует Мир Модели, меня зовут Павел. Сегодня у нас такая продукция от компании Итальерия уже присутствовала в магазинах. Но вот мы немножко возобновили именно поступление этой категории товара. Это вот такие вот замечательные грузовики в 24 масштабе от компании Итальерия. Делает компания, выпускает очень интересные современные грузовики, различные сидельные тягачи, есть к ним, конечно, обвесы в виде прицепов и так далее. Что хотелось бы сказать, что смотрятся они собраны очень довольно-таки внушительно. Сразу могу сказать, те, кто никогда не собирал здесь большое количество деталей, мы сейчас чуть подробненько остановимся на одном из грузовичков, заглянем в коробочку. Что бы хотелось бы сказать, что многие спрашивают, именно компания Итальерия, основную часть она выпускает именно европейских грузовиков. Это Iveco, это Volvo, это Scania, основная часть. Также она и не забывает, как же обойти вниманием американские грузовики, различные классические, капотные машины, мощно, хорошо футуристически выглядящие. Поэтому и вот такой тоже еще есть грузовик. Машины эти очень замечательно смотрятся, собранные. Что хочется сказать, небольшое пояснение. Эти грузовики выпускаются в 24 масштабе. Например, длина этой машины 25,4 сантиметра. Здесь компания заботливо дает размер. Многие спросят, очень давно, еще в советское время, был такой замечательный культовый фильм «Конвой», в котором знаменито снимался, там главный персонаж был резиновый утенок, и у него был такой трак, то есть грузовик мощный, такой был у него Мак, или я не помню, Continental, такие различные грузовики. Компания Итальерия такие грузовики не производит. Есть компания AMT RTL, это американская компания, которая выпускает эти же грузовики, но только в 25 масштабе. То есть это 24-й, они выпускают их в 25-м. Там можно из этого фильма «Конвой» можно найти различные грузовики. Они как есть бескапотные, так и капотные. Можно найти в продукции этой фирмы. Эта фирма очень редко представлена именно на российском рынке. В помощь вам интернет-магазины. Знаменитый магазин Хананс. Я думаю, что там все это можно посмотреть, заказать, естественно, подождать, потому что все это приходит довольно-таки не сразу. И для того, чтобы полноты картины, мы один грузовичок, европейского, правда, мы его вскроем сейчас, посмотрим, что у него внутри, чтобы вы имели представление о том, как все это выглядит вблизи. Сегодняшним пациентом на вскрытии будет такая модель в 24 масштабе, опять же, сидельного тягача Scania 164L, топ-класс. Такая шикарная, красивая коробочка. А здесь же также можно посмотреть различные грузовики, которые они предлагают. Сначала же мы посмотрим на инструкцию. Инструкция традиционная для компании Итальерия. Опять же, здесь я традиционно советую коллег, когда приобретаете модель, аккуратно по инструкции проверять наличие содержимое коробок. То есть здесь все написано. Традиционно знаете, что если серым цветом обозначено, это детали, которые в данном наборе не используются для сборки выбранного, купленного вами прототипа. Дальше идет поэтапная сборка. Насчет красок. Красочки даются скромненько у них. Но опять же, компания Итальерия использует краски Model Master. И здесь можно посмотреть, некоторые представлены именно цветами по Model Master, а некоторых написано FS. Федерал стандарт и его номер. То есть я думаю, что можно забить в поисковике Федерал стандарт, забить туда номер.
и вы можете увидеть какой-то цвет. Ну, давайте мы сейчас сначала еще посмотрим то, что здесь просто. Вот такая вот шикарнейшая огромная декаль. Вот. Именно чтобы сделать вот такого красивого автомобиль. Вот. Номерные знаки. Значит, переводные, опять же, вот декали на колеса. Колеса у них даны вот такими вот. Они вот даны вот такой виноградной лозой, гроздью. Вот. Они с четким устойчивым протектором разной толщины, то есть понятно, что есть передние колеса, передние и задние. Также есть еще обязательно укладывается запасное колесо. Сразу предупреждаю, в этих колесах присутствует облой. С облоем я уже вам как-то в одной из своих передач рассказывал. Надо отрезать его, аккуратненько положить его в холодильник. И через некоторое время аккуратно ножом вот это все срезать, потому что резина охлажденная обрабатывается намного лучше. Значит, опять же, схема нанесения, куда все это прикрепляется, дано вот здесь вот таким вот образом. Ну, в данном случае здесь еще есть различные дополнительные декали, блестящие элементы. Они вот такие вот прям вот режут глаз. Это вот для оформления именно вот данной машины, вот именно в такие вот цвета. Декали хорошего качества. Некоторые детали, они вот даются вот в таком пластиковом хроме. Я понимаю, что это покрытие. Ну, многие будут спорить, конечно, многие моделисты их грунтуют, но блеск здесь довольно-таки ощутимый. Естественно, что надо очень аккуратно эти детали демонтировать с помощью кусачек. И вот в местах стыка, конечно, если вы где-то поддерете, будет видно, что там, естественно, будет какой-то дефект. Потому что именно блестящая поверхность, все эти дефекты сразу же дают, прямо как проявляют их ниоткуда. Вот здесь вот набор различных фар, линзы. Вот это все тоже нужно будет аккуратно, согласно инструкции, наклеить. Вот диски колес. Вот непосредственно. Вот. Ну и дальше пошло уже, это у нас элементы внутреннего убранства кабины. Вот. Ну, опять же спросят, как покрасить такую вот замечательную машину кисточкой. Я могу сказать, что абсолютно никак. Поэтому, если вы соберетесь все-таки когда-нибудь собирать модель вот такого замечательного грузовика, сразу задумайтесь о приобретении баллона. Именно баллоном возможно нормально, качественно покрасить кабину, допустим, в частности кабину. Ну, кисточкой можно раскрасить приборные доски, можно раскрасить сиденья, внутреннее убранство. Но кабину, именно внешний вид, чтобы он действительно был шикарным, я считаю, что тут нужно обязательно использовать именно краску в баллоне. То есть вам нужно будет определиться с цветом и поискать эту краску, потому что не у всех есть аэрограф с компрессором. Вот. Но покрытие кисточкой для таких вот машин, такого класса, такой огромной большой машины, категорически недопустимо. Поэтому именно для внешних поверхностей. Здесь вот у нас идет крылья, элементы рамы, элементы обвеса. Вот написано Scania, то есть все фирменные знаки здесь присутствуют, различные элементы. Здесь это все черного цвета. Вот, например, двигатель, элементы ходовой части, радиаторы. То есть все здесь, в принципе, сделано, отлито очень аккуратно, четко. Элементы рамы, воздушные тормоза, вот, различные тяги. Вот остекление непосредственно на кабину. Большие стекла. Они в отдельном пакетике. Здесь надо смотреть. Вот здесь вот это именно рассеятели для поворотных, ну, различных, которые, понятно, что здесь нужно использовать цветные лаки от той же Тamiya, оранжевого, там, красного и белого цветов. Вот. Также здесь даны зеркала. Вот. Ну вот непосредственно сама кабина. Боковые, верхняя крыша, часть стенки кабины. Вот. Ну и дополнительные детали я уже показывал вот на этом литнике. Это все тоже, в принципе, идет вот сюда.
Вот, уважаемые коллеги, мы вас сегодня познакомили с грузовиками в 24 масштабе от компании Итальерия. Модель большие, очень сильно деталированные. Машина смотрится очень хорошо, но имеется в виду, что сразу должны под нее примерно 24-27 сантиметров в длину. Вот, поэтому имейте в виду, что модель довольно-таки внушительна, поэтому сразу надо думать, первое, куда ее ставить собранную, ну и второе, задуматься о том, что когда вы будете ее красить нужно это все в принципе обязательно. Задумайтесь о приобретении баллона хотя бы на то, чтобы покрасить хорошо именно непосредственно кабину этого грузовика. Вот, так что большое количество компания Итальерия делает вот таких вот грузовиков. Также к ним делаются различные, вот здесь вот есть на картинке, вот здесь различные прицепы. Так что, если кто-то вот хочет, знаю, что многим людям нравятся эти грузовики, кто-то на них ездит, так называемые дальнобойщики, как мы их называем, ну а кто-то их собирает. Так что приходите, данная продукция у нас сейчас появилась, вот мы немножко сегодня, так сказать, освежили восприятие этих моделей. Так что приходите к нам в магазины, приобретайте, поможем вам с подбором цвета. Это был Мир моделей, меня зовут Павел, всего хорошего.